Друзья, всем привет! Серферы, бездельники, девианты, медоеды, кельты, медианты. Короче говоря, всех, кто нас И смотрит. эльфы 38-го. Эльфы, тоже вот как Сергей Аркадьевич подсказывает. Короче говоря, всех, кто нас смотрит на Романенко, Юрий Романенко Шортс, всех приветствуем в нашем эфире, в котором, как вы уже поняли, присутствует Дацюк и Сергей Аркадьевич, любимый наш философ. И Илья Чедолума, как там у тебя по отчеству? Любимый Иванович. Иванович, любимый наш историк. Любимый наш историк. Да, любимый наш народный историк. Народный философ, народный историк. И На народном шоу. да, Елена Кисыца пишет, что Дацюк глаголит пессимизма. Господи, как это выдержать? Вы выдержите это, я сразу говорю, что я думаю, что все доживете до конца эфира. Он будет интересный, сложный, познавательный. А почему пессимизм? Трамп это весело. Да. И, собственно говоря, мы будем говорить про Трампа, потому что Трамп, по сути, сейчас выступает в роли такого чейндж-геймера, который с утра до вечера занят тем, вот я думаю, такой просыпается с утра и думает, а чем бы их еще как бы вот сделать что-то такое яркое, чтобы они там все удивились. И все в рамках плана. Вот, потому что я думаю, что этот хаос, который он создает, он очень хорошо отвечает цитаты, по-моему, из Наоми Кляйн, «Доктрина шока». У нее была такая книга лет 20 назад, в которой была такая цитата Милтона Фридмана, что только кризис, явный или воображаемый, создает настоящие возможности. И, собственно говоря, вчера в эфире Масичук, по-моему, у нас там была такая хорошая дискуссия, и мы вышли на то, что Харибин, по-моему, сказал, что Трамп ведет себя там, и Мага ведут себя как хунвейбины, условно говоря. И я подумал, что на самом деле в этом есть определенная логика, потому что действительно они расчищают пространство, то есть они расчищают, фундаментально его расчищают. И расчищают его вполне в духе шумпетерианской вот этой логики, саморазрушающего, как он там был, этот кризис капитализма, саморазрушительный, который играет на то, чтобы как бы создавалось новое. Там, да? То есть ты должен идти на саморазрушение осознанно до того момента, пока еще как бы оно не начинается само по себе там, да, развиваться в силу каких-то естественных причин. И в этом плане хаос, который генерируется, если посмотреть вот со стороны, да, на все, что происходит, то этот хаос, он вполне имеет логику, потому что этот хаос, он модерируется, он, скажем так, воспроизводится постоянно. Там, да, то есть все думали сначала, Гренландия, ах, это прикольчик такой. А тут, оказывается, нет, что Гренландия, линия Гренландии, линии Канады, там, как 51-го штата, там, и много других линий, они настойчиво проводятся. И при этом это не означает, что каждая из этих линий обязательно должна привести к тем публично декларируемым целям, на которых они акцентируют внимание. Но это фокусирует внимание на этих процессах. И в этот момент нужно смотреть в противоположную сторону. А что происходит по другим направлениям? Потому что, возможно, там происходят какие-то главные процессы, которые, собственно говоря, определяют логику действий. И в этом плане я почему этот эфир решил сделать, потому что, мне кажется, важно понимать, что в отличие от всех остальных игроков, Штаты под руководством Трампа сегодня и той команды, которая за ним стоит, они единственные, кто сейчас пошли на вот это вот творческое саморазрушение, да, по Шумпетеру, для того, чтобы выйти в качественное иное состояние. И через генерацию хаоса, который создает проблемы для других, и для них, и для Штатов в том числе, вот, выйти в это качественно новое состояние и тем самым зафиксироваться в качестве субъекта. Я не говорю даже про государство, потому что вполне возможно, что на выходе из этого кризиса будет нечто другое. Там находиться в суперпозиции игрока, который модерирует, собственно говоря, мировую систему.
И сегодня остальные игроки, остальные структуры социальные, они вынуждены реагировать на это в догоняющем ключе. Ну, пока что, как мне кажется, вот на текущий момент. Европа, тут все понятно, там, да. Китай, который сидит сейчас очень тихо там и, ну, по крайней мере, публично они стараются не проявляться, они там готовятся к завоеванию Тайваня, там какие-то альянсы выстраивают, реагируют на метание Путина. Прошла вот встреча с руководителем ФСБ, с одним из высоких китайских чиновников. Вот. Русские, в свою очередь, они тоже, как мы видим, они встраиваются, то есть они встраиваются в эту архитектуру, которая разворачивается. И, собственно говоря, для нас важно понимать логику вот этой игры, логику этих процессов для того, чтобы, по крайней мере, пытаться реализовывать какие-то наши интересы в адекватном ключе. Потому что вот я когда вчера был на эфире у Мосейчук, то там Галя Янченко, когда говорила там относительно того, что вот Европа сейчас расколбасится там и пойдут сотни миллиардов евро в ВПК, то я задавался вопросом, а мы в каком статусе в тот момент будем? То есть хорошо, если Европа это все как бы раскочегарит, и немцы вон заявили, что на несколько лет нам дадут аж 11 миллиардов евро, Марс там что-то подписал. Вот. Но мы в каком статусе в тот момент будем? И будет ли нам давать статус этот возможности маневрировать и, собственно говоря, каким-то образом защищать наши интересы? Понимаешь, Юра, хаос, как и пустота, принадлежат мыслительной грамматике. На эту тему, конечно, мы можем поговорить, но я думаю, что зрителям это вряд ли будет интересно. Что это означает? Они не имеют постоянных определений. Ну, везде есть хаос, как и пустота. Вот здесь есть хаос. Например, генератор случайных чисел. Это вот как бы звук хаос. Но его везде есть, ну скажем так, по отношению к нему непотребимые термины разное количество, но мы можем, предположим, мерно задать. То есть мы можем мерно задать хаос как? Где мало порядка. То есть мы его можем измерить неупорядоченностью. Заметьте, это не хаос. Но мы можем его задать квази таким определением мало порядка. Как и пустоту, да, так мало заполненности. И можем как-то количественно. Но если мы хотим рассуждать, как ты хочешь, в логике, то мы должны помышлять состоянные слова или состоянные определения. И тогда мы должны различить, что делает Трамп. Ну, например, я задам простые вопросы. Скажите, а Ленин или Гитлер, они были кризисными менеджерами? Нет. Нет, они не были. Они не были кризисными менеджерами. Почему? Потому что у каждого из них было представление о принципиально ином мире, да, к которому мы должны перейти через некоторую катастрофу. Называйте вы это революцией, Третьим рейхом, мировым льдом. Да, там. Это не имеет значения. Так вот, кем не есть Трамп? Трамп не есть кризисный менеджер. А есть какое-то другое слово? Да, менеджер катастроф. Ну, если хотите, вот в этой менеджерской логике, менеджер катастроф. Это, ну, чем отличается кризисный менеджер от менеджера катастроф? Что кризисный менеджер работает с этими состояниями, связанными системно, или хотя бы некой теоретической моделью, или несколькими теоретическими моделями. То есть их все можно описать в языке, в личном языке или языках. Катастрофа в языке не описывается, она меняет язык. Причем и очень часто добираясь до грамматики и меняя принципиальное обхождение с этим языком. То есть она меняет логику. С этой точки зрения мы должны будем пережить несколько катастроф. И на самом деле при этом имеет значение только намерение и отвага. Да? Намерение и отвага. Ну или как там говорили Чип и Дейл, да?
Безумие или как там? Слабоумие. Слабоумие и отвага. Слабоумие и отвага. Да. Именно такой лозунг я зафиксировал на 22 год. Ну, в итогах за 21 я зафиксировал, что лозунгом или мемом, или как бы там на весь год будет слабоумие и отвага. При этом, какой логикой ты руководствуешься, значения вообще не имеет. Ну, например, ты можешь руководствоваться логикой, как Трамп. Так, строим Ленина. О, так это ж, ну, Штаты банкроты. Что надо делать, чтобы не получить банкротство? Значит, надо минимизировать расходы все внутренние, не считаясь ни с чем. И надо заставить всех внешних игроков платить за то, что Штаты вот такие великие, такие ресурсные. То есть, при этом будет это осуществлено, не будет. Важно, что у тебя такое намерение, и у тебя есть отвага это сделать. Все. Причем сам этот подход, он же слабоумный. И люди смотрят на это, смотрите, ну это же глупость. Это действительно глупость. С точки зрения того, что есть, но ведь глупо разрушать ООН, не давая ничего взамен. Глупо разрушать НАТО, ничего не давая взамен. Глупо разрушать доминирование Соединенных Штатов, оскорблять своих партнеров, как бы кидать ну, как бы многих военных потребителей, которые тебе платят. Ну это же глупость. Да. Но они это делают системно. Но они это делают. Да. Смотри, они это делают. То есть фактически мы имеем дело с катастрофическим менеджментом, который сознательно это делает. И с этой точки зрения, когда 20 января я писал, ну что, вы готовы к инфодемическому шторму? Сколько было шуток, сколько было непонимания. И 2 месяца у меня лента в зраде Трампа. 2 месяца. А ведь, заметь, мы просто встретились с ситуацией, когда он делает не непонятное, а каждый раз что-то непонятное. Ну, то есть, встречается, что пришел революционер, который революционирует мир катастрофой. Ребята, ну, как там говорила это вот в начале, что я буду грусть заряжать, да? Да, Елена Костенко. Чтобы воспринимать это весело, вы должны стать причастны либо мышлению, либо абсолютной воле, либо совершенно уравновешенной патии, да, которую ничем не поколебишь. Или да? иметь свое намерение. Ну, вот, Да. смотри, Или в абсолютной вере, то есть или иметь свое намерение, да? Вот давай проиллюстрируем это простым примером. Трамп объявляет сталеплавительному бизнесу Японии пошлины. Вот, и аналитики начинают говорить, как же, у Японии же больше 1 триллиона долгов американцев в казначейских бумагах, и, соответственно, не только Трамп может как бы их там ограничить в чем-то в продаже стали на их рынке, но и они могут создать проблемы, потому что они могут потребовать выплату этих долгов. Ну, короче говоря, возникнут проблемы с долгом. В линейной логике такие есть. А теперь пойдем дальше, вот в том, что ты говоришь. А если они и хотят, чтобы японцы поступили именно так, и чтобы все выдвинули претензии Ну, смотри, к Штатам по этому поводу? я хочу тебя избить. Да? Давай. Пришел, хочу тебя избить. Я тебя ударил, а ты мне говоришь, слушай, ну я же сдачи могу давать. Я говорю, ну. Давай. То есть, так я же сильно ударю. Я говорю, ну так вот. Ну ты не понимаешь, тебе же будет больно. Я понимаю, что мне будет больно. Ты будешь драться или нет? Снова тебя зарядил. А ты опять не расскажешь, что я буду... Да что ж такое, ну. Драка не начинается и не начинается. Это как в том анекдоте. Приходит муж домой, жена с любовником БДСМ как бы сексом занимается. Он говорит, я так понимаю, что бить вас бесполезно. Ну да. Да, и с этой точки зрения, когда у тебя есть намерение, да, и отвага это делать, то все остальные оказываются детьми малыми. Потому что они же не понимают, что происходит. Ну, как я понял, мы ведем ответ, да, или там Канада, а мы ведем в ответ. Трамп говорит, ну, когда? Ну, сколько ждать еще? Вы будете вводить или не будете? То есть, непонимание, вот, собственно, катастрофического менеджмента, оно в том и состоит, что ты уже нацелен на катастрофу, а люди, многие интуитивно догадываются, слушай, ну я не хочу. Даже вот с твоими там введенными тобой этими налогами, да, или как там вот этими
Пошлинами, да. Даже я могу, да, мне будет не очень хорошо, но я могу выжить. Ну, вводить против тебя, я же понимаю, что это путь как бы в катастрофе. Да-да-да, говорит Трамп, катастрофе, давай. Слабо? Да, слабо. И вот поэтому он так всех и достает вот уже 2 месяца. Люди не хотят катастрофы. Он говорит, если я вас не веду в катастрофу, вам будет намного хуже. Намного хуже. Угу. Говорит, не верим. Дивись, оце та сама логіка, яка була в Цезаря перед тим, як він перейшов Рубікон. Всі, хто можете подивитися наші глядачі серіалу Рим, там була ситуація, не так просто починаються громадянські війни, довго були там перемовини між Сенатом і так далі. І коли Цезар відмовився розпускати армію, багато хто крутив у війська. Що ти робиш? Ти стаєш поза римським законом, тобто ти поза законом Сената і так далі. Тобто Сенат же має можливість теж свою армію зібрати, там твоїх противників, які в тебе багато політичних. Як ти йдеш проти Сенату? А він кожен раз виставляв умови, знаючи, що Сенат не піде на них. Тобто, з точки зору формальної логіки, це божевілля. Навіщо ти виставляєш умови, на які він не піде? Але його ідея була в тому, що йому треба було щепитись і зробити так, щоб Сенат навіть перший проти нього якби почав діяти. І він у відповідь на це, тобто виходить перед легіонерами і каже, я йду повернути Рим. Тобто, чим керується Цезар? Чому от у нього оці слова намірення отвага? Це один з перших, він теж як оцей менеджер катастрофи. Він розуміє, що Римської республіки вже не існує. Її насправді вже просто не існує. Є Сенат, тобто є посади і так далі, але... Заметьте, у американцев тоже самая ситуация. Что этот Ярвин, Да. хочется все время сказать, Корбан Даллас, эти интеллектуалы, значит, которые стилем работают, с Маском, что они говорят? Они говорят, что американская демократия, она умерла, что она себя, не умерла, она себя исчерпала, что она не позволяет принимать эффективные решения. И что эффективность есть где? В корпорациях, а в корпорациях что? Единоначалие, и поэтому нам нужен монарх, условно, SEO как бы страны, вот, которому необходимо дать всю палату власти, а народу дать хлеба и зрелище для того, щоб вони как бы там... І причому це маєш прецедент, тому що коли тільки відвоювали війну за незалежність, була ж ідея, що Штати стануть монархією. Вашингтону пропонували стати першим монархом. Він відмовився від цієї пропозиції, тобто це річ, яка якби як одна проектна варіантність, яку відсікли на самому початку, і до якої якби через 200 років знов до цієї розвилки підходять. І так само Цезар, тобто він розуміє, що республіки немає, і він фактично те саме пропонує. Тобто влада монарха, фактично монарха, тобто першого там серед римлян. Примус інтер парес. Який керує і набагато ефективніше, тобто менеджує ці всі речі. Тобто ми можемо побачити буквально за останні місяці життя Цезаря, скільки там реформ. Там кожен день, от буквально, це ж там якби перше століття до нашої ери, в нього буквально кожен день якась нова реформа. Там десь болота висушуємо, там новий календар, по якому знов таки потім. Уявляєте, тобто навіть один календар, тобто це ж змінило взагалі цивілізацію Заходу, тобто юліанський оцей календар. Тобто кожен буквально день, кожен тиждень Цезар вводить все нові і нові зміни, і якби його не вбили, знов таки, чого вбили Цезаря? Тому його вбили люди, які думали, що республіку можна якби захистити, врятувати. Її вже не існувало на той момент, коли вони його вбивали. І заміть, у Цезаря був свій Венс. Марк Антоній. І Октавіан Август. І Октавіан Август. Да. І знов таки після смерті Цезаря вони щепилися якби між собою. Смотрите, я хотел бы обсудить 2 платы за это. Во-первых, за чей счет был 20-30-летний банкет в Европе, в США и вообще на Западе? За счет чего? Это не бывает вот просто так. Вот люди жили-жили, накопили богатство, и у них началось благоденствие. Нет. Потому что если ты в развитии, и ты продолжаешь накапливать богатство, то ты можешь и дальше подвергать все сомнению, революционизировать, проводить изменения. Но ты не будешь благоденствовать, ты будешь в той же форме, да, поджарой. В движении. Да, в движении. То есть для того, чтобы ты благоденствовал, ты должен перейти к прокрастинации. То есть начать откладывать решения и использовать только их на повышение своего комфорта. То есть за чей счет банкет Европы? Ну это же недавно было описано там многими теоретиками, в том числе и у нас в Украине это дешевые энергоносители России, да, дешевые товары.
из Китая, и рабочая сила, как бы уж им не надо было даже І детей безпека, рожать. яка на США. Да, и переклала. безопасности, которая обеспечивала США. И Россия, Да. заметим, для Германии. И что делала Европа? Прокрастинировала. То есть, да, откладывала решение. Чем она занимается сейчас? То есть, можно ли сказать, что если в Европе начались заявления, что вот они создадут армию, вот они потратят сотни миллиардов, что они уже проснулись и уже куда-то двигаются? Нет. Они никуда не двигаются. Они продолжают прокрастинацию, просто теперь у них такой вид прокрастинации, что а мы теперь для того, чтобы продолжать ничего не делать, потратим сотни миллиардов и вложим их. Но дело в том, что у них некуда эти деньги потратить. Потому что люди, которые могут делать оружие, отсутствуют. Технологии военные отсутствуют. Солдаты, которые хотят сражаться, отсутствуют. Взять их негде. То есть вот эти все заявления, которые нам сейчас пытаются приспать нашу бдительность. Про то, что нам дадут денег. Или нам... Вот это все туфта. Единственное, что умела Европа делать последние 30 лет, это прокрастинировать. И они научились торговать своей прокрастинацией. Их заявления. И все, кто обращает на это внимание, зрадники. Угу. Вот какая парадоксальная. Угу. Вот какая парадоксальная вещь. Угу. Я би хотів розвинути тут дві дуже класні тези. Це торгувати прокрастинацією і єдиний шанс. І я коли перед цим ефіром сидів, думав за римський приклад, мені був ближче, тобто ми проговорили за Цезаря, але ближче мені насправді був оці останні десятиліття існування Західної Римської імперії, 5 століття. Чому ближче? П'ята нашої ери? Нашої ери, так. Чому ближче? Перше, торгувати прокрастинацією. Тобто системні зміни після Діоклетіана фактично на них якби поклали. Тобто це була остання спроба реально. Почекайте, давай тут. В 6-му вже розуміли, що темні віки близько, а в 5-му ще не розуміли. В 5 столітті вже нічого не розуміли. От що дуже Ні, там вже був Боеці, Касіодор і так далі. Вони вже знали, що буде занепад, вони вже намагалися оновити, заархівувати. В 5-му ще розуміння не було. В 5-му взагалі не було розуміння. Ні, я просто це підкреслив. Так, це перше важливе. Друге важливе, от, наприклад, То есть смотри, давай зафиксируем. Прежде чем в Римской империи прекратили приниматься, скажем так, какие-то либо стратегические решения, прошло до 305 года нашей ери. Між падінням від точки, коли припинили, і до занепаду, пройшло більше сотні років. Да, 150 с копейками, да. 160 с копейками. І чим от характерний оцей період? А конкретний упадок еще лет через 300, в тому числі темные века. Та. І чого це? Нас багато хто думає, що там нова Ялта, багатополярний світ, і це все старий лексикон 20 століття. І це такий спосіб закрити психологічно від розуміння того, що ми знаходимося як в аналогі 5 століття, коли Пакс Романа він зникає в силу багатьох причин, і які характерні риси. Наприклад, вже в 4 столітті у римлян величезна проблема набрати легіони. Тобто, здавалося б, абсолютно звичайна річ. Гроші є, Рим найбагатша. І появився феномен федератів. Рим найбагатша цивілізація, яка знаходиться на теренах сучасного Заходу і не тільки Заходу. І вони починають запрошувати різних федератів з окраїн імперії і когось поближче до себе, умовно кажучи, країни, які приймаються в НАТО, тобто це ближнє таке порубіжжя, а когось, хто там лишається так, як на кордоні. Грубо кажучи, як Україна, яка в НАТО так і не попала, те ж саме, ніби щит. Вони платили за прокрастинацію. Так, тобто вони платили за прокрастинацію оцим федератам. І чим більше це йшло, тобто у них зникала їхня власна римська армія, і після Адріанополя фактично кажуть, що в Західної Римської імперії зникли кістяк своєї піхоти. До чого я це... Нужно сказать, что в Адрианополе произошло. В Адрианополе на голову была разбита римская армия, просто на голову уничтожена. 378 рік. Да, 378 год, полностью уничтожена. Не просто
такого поражения у них не было уже давно. Да, Дуже. да, наверное, с времен, когда-то, 55-й год, когда... 53-й. это, Кари, ти маєш да, на да, увазі? битва под Карами, когда, 53-й. когда полностью уничтожили эти легионы, ну, там осталось, там, сбежало тысяч 10, по-моему. Вот. Поэтому это было просто огромное поражение, после которого обнажилось вообще вот все. Восточная граница Римской империи, ну, юго-восточная граница Римской империи, Мгм. вот, это на Балканах, как бы там, да, полностью все обнажилось, и туда хлынул поток варваров. Так, і от коли зараз кажуть, що от Німеччина виділа скільки-то там мільярдів, скільки-то на концерни і так далі, Арті Грін добре підмітив, тобто німці вже не ті. Тобто німці зараз схожі на римлян кінця 4 століття, от після Адріанополя. Мгм. Тобто гроші є, ми можемо їх виділити, але щоб воювали варвари-федерати, не ми. Тобто в нас вже нема То есть кому мы воювати. нужны на самом деле. Так, Смотри, так. но мы не можем перейти к публичному дискурсу, ну то есть Мгм. ни в телемарафоне, ни во властном дискурсе, ни в военно-политической повестке. Мы не можем вот это сказать. Мы не можем признать, что вот то, куда мы шли, вернее, то, что у нас было написано в Конституции, мы идем и в ЕС, и в НАТО, это полная туфта уже сегодня. Мы не можем это заявить, потому что, ну а как же, это же означает ответственность. Как минимум всех парламентских групп, ну, фракций, которые есть, и президентов, начиная, ну, после Кучмы. І Ломов. Да, ну, и Ломов, да, которые все на зарплате. То есть ответственность всех вот этих людей. Поэтому, ну, есть сговор, Мгм. чтобы не трогать Смотри, смену смотри, дискурса. есть страх. Есть страх, Ну, потому, да, потому да. что страх детерминируется отсутствием понимания того, что будет после. Это вот я как с одним человеком на днях разговаривал, он говорит, смотри, так вот, следующий парламент, он будет очень рыхлым, он не сможет принимать решения, потому что, ну, все понимают, что тот, кто примет решение, тот, возможно, убьет сам себя, ну, потому Да, что... да. А я говорю, подожди, все как раз ровным счетом наоборот. Потому что тот, кто начнет принимать решения в ситуации, когда решения не принимаются, Он тільки єдинственний он имеет единственный, шанс. кто имеет шанс придать динамику, которая начинает тебя выводить за пределы ну, катастрофы, как бы катастрофического этого сценария. Вот. И человек такой подумал и говорит, ну да, ты прав, на самом деле. Смотри, и теперь, когда мы об этом говорим, и понятно, что мы в преддверии катастрофических ситуаций, свершений, процессов, гражданская война, которая может возникнуть, она следствие того, что люди вообще не понимают масштаб и сужают масштаб до кланов, до групп, до политических разборок. И вот непонимание, что это не есть выходом. Потому что никто же не предъявляет проекта выхода. Никто не показывает образа будущего. Никто не показывает, в чем перспектива, ну, вот таких резких преобразований. И оказывается, что люди готовы говорить только на уровне мелких, еще раз подчеркиваю, мелких, корпоративных, групповых целей. То есть мы даже на уровень страны Украина не выходим. Это как племя федератов, которые думают только о каких-то подношениях, там, шкурах, каком-то золоте и так далее, но даже не думают, где это племя будет жить, в какой именно території. І це от цікава аналогія. Україна зараз нагадує, якби, плем'я, яке знаходиться на Україні, яке думає, що Рим ще досі існує, Мгм. і воно не розуміє. От в мене, я сидів, думав, чому після того, як вандали спалили Рим, чому не зникла Західна Римська імперія? Вже ж нічого не було, ніяких сил. І тут от то, що сказав Сергій Аркадійович, намірення і отвага. Тобто потрібно було декілька десятиліть, щоб з'явився варварський вождь як Одоакр, який зрозумів, що Рима насправді вже не існує. Тобто, И він нужно прийти в Рим и упразднить это все. Или в Просто Равенну, упразднити, куда он там пришел. Это... Але, тобто Пакс Романа зник, але це не означає, що Рим зник як геополітичний гравець, він просто став більш регіональний. Східна Римська імперія, вона залишилася. Пакс Романа глобальний зник, але регіональна суперсила, Візантія, майбутнє залишилася. А тепер дивись, перекинемо місток. Незалежна Україна був проєкт модерністського світу, і він не перестав ним бути. Нам всім дуже хочеться, щоб от світ той старий зник, але та Україна, той проєкт незалежності 91-го року, він лишився. З якої холєри? Чого це він раптом має лишитися? Він так само зникне, як цей світ. І щоби
збудувати нову країну, можливо, навіть з іншим ім'ям. Я не раз говорив, що інше ім'я. Ми не маємо за те чіплятися, бо на ньому стара сентиментальна психологія, на ньому колективна пам'ять, яка абсолютно глухокутова, на ньому неприємні речі, що ми ніяк не змогли інтегрувати в свою ментальність радянську добу. Тобто ми як завгодно. І от зараз цей же скандал з тим, що нас викинули з світової колективної пам'яті про Другу світову війну. І ті, хто працював на це останні 10 років, вийшли зробити заяву. Не треба сказати, як не треба? Так ви ж цим займалися останні 10 років. Хоч візьміть на себе відповідальність. Ну це взагалі скандал. Я не захотів це розвивати як скандал. Направду, це ганьба і скандал. Що ті, хто займалися тим, що ми не беремо на себе колективну пам'ять радянської доби, що ми не беремо на себе Другу світову війну, раптом побачили, до цього приводить, вони вийшли і зробили заяву, що ні, ми за. Та подивіться, чим музеї займаються. Жоден музей, хоч Лютеш, хоч Великої Вітчизняної війни, він не хоче тримати цю пам'ять, він хоче тепер примазатися до цієї війни, бо на це ходять, цю техніку можна зробити, це адекватно. Тобто у нас проблема, і її обговорити не хочуть. Тобто і та колективна пам'ять теж зруйнована. І цього ніхто не хоче брати до уваги, і ніхто не хоче цього бачити. Державний проект зруйнований, тому що він продукт тієї модерністської, частково постмодерністської доби. Колективна пам'ять – той продукт, яка не змогла присвоїти радянську. Вся радянська військова машина зруйнована цим проектом, і вона не може бути відновлена. Ми беремо, так стаємо в позі, говоримо, ми тепер виробники, власне, нової військової техніки, нової військової зброї. Лідери вільного світу. Таємниця в чому? Що ви хочете гаражне виробництво, яке дійсно масове і тримає фронт, ви його хочете масштабувати, ви хочете в Європі запропонувати? Як ви це будете робити? Якою організацією? Ви впевнені, що це, що вам дадуть гроші і ви це масштабуєте? Що саме? Это такая наивность. Это просто наивность. Это просто наивность. То есть, смотри, мы же вскрываем вот эту связку, связку того, что хаос меряется только в определенностных концептах, моделях, проектах, в определенности. Он там меряется. Он не является отрицательным, если вы подходите к моменту, когда все меняется. Он не является отрицательным. Он является положительным свойством. Но для этого надо признать, что вот это все уже недействительно. И надо создавать нечто иное, не другое, иное. От я би тут додав, це як момент, деякі племена могли, наприклад, 5 століття лишатись десь там на Дунаї і чекати, поки кочівники за ними прийдуть, а деякі могли, як вестготи, якби ломанутись в Італію, там Теодорих Великий, який це все захопив, або вандали взагалі в Африку пішли. Тобто якісь племена, якби перші зрозуміли, що світ змінився і треба рухатись вперед, а якісь племена там, не знаю, сиділи, як, наприклад, на території Британії і чекали, що от може Рим якісь легіони прийшли. Не прислав, прийшли, зайшли там сакси і так далі, і попроганяли. А теперь давай перенесемся в более близкое время, как бы 100 лет назад. Вот там был вопрос, а почему Ленин и Гитлер, а не Сталин и Гитлер? Так потому что между ними принципиально, между Сталином и Лениным, да, абсолютная разница. Как бы Ленин это как раз менеджер катастроф, потому что у него поэтому даже основные ключевые лозунги: чем хуже, тем лучше, как бы там, да, вот, промедление смерти. Ніхто не міг зрозуміти, чого більшовики, єдині з соціал-демократії європейські, чого вони виступають так сильно якби за поразку своєї країни. Всі нормальні соціал-демократи були якби за патріотичну позицію. Німецькі соціал-демократи підтримують там Німеччину, французькі Францію, за рідким виключенням, але подавляюча більшість і так далі. Що таке з більшовиками, чому вони за поразку своєї країни? Це ж божевілля, безглуздо. А більшовики розуміли, що тільки в умовах повної якби катастрофи військової в них відкривається шанс, тому що це можливість для хаосу. Тобто систему почне рвати. Не дивлячись на те, що Сталін зробив багато речей, направду він лише масштабував проект радянський. Систематизував. Масштабував в сенсі після Другої світової війни, він Східну Європу, от взяв і як відро одів їм на голову. І не пішов далі. Тобто
він не закатував, він просто масштабував те, що було. Мгм. От Ленін справді ставив таку мету, причому і Троцький. Угу. От Ленін і Троцький, два чоловіка, які виступали за справді світову революцію. Заміть, Юра, тому в останні роки життя Леніна він союзника мав за Троцького, тобто тому вони виступали в зв'язки. Тому що вони в одній онтології, тобто мислили. І одного масштабу І були. одного масштабу, так. Да. Ну, з цієї точки зору ми підходимо до моменту плати. Я ще хочу, еще хотел бы озвучить один момент. Итак, помешательство на почве Трампа было классифицировано как некая болезнь в Штатах, и заявивший ее, по-моему, сенатор хотел ее оформить законодательно, но был арестован. Что такое помешательство на почве Трампа? Это то, что происходит сегодня в Украине и в других странах. Это неспособность к мышлению даже перед лицом не просто смерти, а катастрофы и возможных массовых смертей. И вместо того, чтобы, собственно, понимать, что мир меняется, и вот у вас уже нет никаких других возможностей, как только что-то тоже менять. Ты приходишь в некоторое непонятное воодушевление, истерику, и начинаешь постить каждый день Трампозрада. День за днем, уже 2 месяца. Вот я же в этом принципиально не участвую. Угу. Ну, как, например, как в мовных срачах. Но и с лентой моей в Фейсбуке случилась полная задница, потому что я не могу ее читать уже. То есть хоть бери и как бы прекращай или выписывайся из Фейсбука, потому что, и вот смотри, помешательство на почве Трампа, если переоформить в более-менее понятный язык, то это психоз катастрофы. Угу. Мы входим в психоз катастрофы. То, что раздражителем или творцом этой катастрофы является Трамп, ничего не меняет в том, что это психоз катастрофы. Психоз катастрофы штука опасная, поскольку она не осознается как таковая и может прогрессировать. То есть любые непонятные происходящие события, за которыми ты не можешь распознать Трампа, тебя угнетають точно так же, як і Трамп. Тобто ти зраду бачиш там, де не лише Трампозрада, а де Трамп навіть до того відношення немає. Тобто психіка катастрофи имеет точно такое же свойство заражения и раскрутки, как и, собственно, психика какой-то отдельной катастрофы или, например, инфодемии коронавируса. Да? То есть, что мы видели? Поэтому не надо думать, что после того, как всех одели в намордники, что абсолютно не научно, заставили сидеть дома и звонить только в случае явного умирания, то есть ты звонишь и говоришь, у меня коронавирус, очень хорошо, будете умирать, звоните. Раньше не надо, потому что звонков очень много. И ты вдруг осознаешь реальность ситуации. Что ты можешь позвонить только когда действительно будешь умирать, если успеешь. И то не факт, что к тебе приедут и как-то тебе помогут, потому что тебе помочь не могут. То есть, и вот не существует событий и отношений к ним, иррациональных, в которых мы не можем оказаться. Вот это есть психоз катастрофы. Угу. Он, Юр, не логичен. Он не обладает логикой. Потому что логика действует до определенного момента, пока ты можешь воспроизвести целое. То есть почему мы еще как-то продолжаем воевать, продолжаем иметь отношения с Европой? Потому что мы смотрим это с точки зрения старого целого. То есть мы не догадываемся, что ничего этого уже нет. То есть как же? Вот же мы ездим, Европа никуда не делась, все же есть, инфраструктура работает. Заявы все. підтримки Да, все же происходит. Вот этого представления нет. Смотри, европейцы на самом деле в этом плане такие же, как мы, только обострабли. Да. Вот я уже вчера говорил этот пример, что я немцам таки говорил, что
мы гости из будущего, которые вам показывают ваше будущее, потому что мы обладали такими же иллюзиями по поводу нашего потенциала, по поводу наших возможностей, и мы ничего не делали, игнорировали все Смотри, знаки. чем это для Украины хорошо, что мы сможем показать, что это не наша катастрофа, это вообще общемировая. И назовем это победой. То есть мы ж, должны же назвать это победой, потому что, я с кем не говорю, понимаете, согласиться с тем, что это поражение, это означает взять ответственность, расследовать причины, которые не привели к войне, а причины, которые привели к нашему поражению. То есть это ж тянет за собой ответственность, потому что должна быть создана парламентская комиссия. Причины поражения войны. Но если ты не называешь это поражением, никакой парламентской комиссии не создается, агрессор не получает, потому что а где? Ничего же нету. Да. Ничего же не произошло. Войны не было. Ни по российской правовой системе, ни по украинской. Поражение не произошло. Ни в российском дискурсе, ни в украинском дискурсе. Поэтому вам, когда мы приходим к Трампу, говорим, а как же агрессор, преступление? А какие преступления в чем? Военные. По вашему праву войны нет. По вашему праву поражения не случилось. Вы вообще, ребята, про что? И мы стоим такие, а действительно, о чем это? Данные, сегодня новость, что исчезли данные о похищенных детях, которые были там в американской системе, и пошел хайп по поводу того, что они там... Нам же предъявят, ребята, у вас было военное положение, но у вас не было войны. По вашему законодательству не было войны. Почему это военное преступление? Сережа, так я закончу быстро. И пошел хайп по поводу того, что исчезли эти данные. Я задаю вопрос, а почему у нас этих данных нету? Нету, да. Или почему... Чому вони зберігались в американців? Да, почему эта база данных не А у мы нас? их туда отправляли. Потому что мы знали, что у них возможностей больше, мы туда данные отправляли. А когда они их взяли и прикрыли, упс, а копии у вас есть, а зачем? І оцей психоз катастрофи, хто хоче відчути, тобто як це виглядає, ви можете в Ютубі забити будь-яку сцену старих радянських фільмів «Бенкети білогвардійців». Оце дуже добре показує оці бравурні співи, роздуми про союзників, які нам допоможуть і так далі, на фоні катастрофи, на фоні того, що там, наприклад, з Криму треба, чи з Новоросійська, через буквально там пару днів вже евакуюватися, я а помню, по ресторанах... В одном зале, боже, а то цыпленок жаль, цыпленок. Тобто це психоз-катастрофа. Тобто люди знаходяться, вони не розуміють, що там того старого світу, там монархії там, і так далі, його вже не існує взагалі. І не бажаючи подивитись в реальність, вони в якийсь момент просто побачать, як на вулиці там кавалерія проскочить, там, умовно кажучи, червона, і все. Все закінчилось. Я витратив годину 50 хвилин на те, щоб показати, як я працював з тим, щоб Україну якось навернути в цивілізацію. Подивилися і кажуть, українофоб. Я 20 років витратив, щоб з України зробити цивілізацію. Мені кажуть, українофоб. Тобто не націоналіст, а українофоб. Я даже не знаю, как к этому относиться. Это то же самое, как сейчас ты говоришь, ребята, нету уже Украины. Украинофоб. Правильно, тому що фраза «немає України, знищує Україну». Так, а вона є. В їхньому уявленні вона залишається. Стара залишається. Смотри, в Штатах же это тоже происходит, в том плане, что если посмотреть на демократический лагерь, то они не успевают за темпом, они они свалились в внутренний срач, и там тоже они пытаются апеллировать в старых категориях, которые, еще месяц назад, 2 месяца назад еще были, да, а тут все оказывается, можно и так, и тут походить, взять Чапаева сыграть там, где они привыкли шахматные ставить, И поэтому, поэтому у действующей команды, мне кажется, больше шансов победить. Зауваж, навіть суто технічно, з точки зору інформаційних війн, якщо ти постійно вносиш свою повістку, твої противники змушені реагувати. Ви замітили, демократи практично не вносять нових повісток. Вони реагують на те, що роблять республіканці. Тут є ще один момент. Давай розподілимо. Давай. Повістка. Порядок денний. Давай українською все-таки. Порядок денний. Стратегія, проект. Що відрізняє катастрофічний менеджмент від, скажімо, кризового? В нього принципово неможливо ні проекту, ні стратегії, а от порядок дня можливий. Чому? Тому що порядок дня ти
мається на увазі, вносиш ті чи інші речі, які руйнують, і ти думаєш, як з ними мати справу. І лише потім у тебе з'являється можливість проектування. Або навіть стратегії, якщо в тебе є потужні центри, які відслідковують і мають хоча б якісь моделі. Тому що може виявитися так, що в тому новому світі буде не одна модель, а декілька. Ну, умовно, там, фортеця Китай пропонує одну, там, фортеця Штати, другу модель, там, Росія, третю модель. Чи буде з Європи щось? Чи правильно не я знаю. розумію, що проектування йде вже вслід за наміром і В відвагою? найближчі роки проектування буде неможливим. Угу. Найближчі роки. Ну, якщо хочете відверто, в світі буде декілька моделей того, що ми називаємо фашизмом. Буде цифровий фашизм в Китаї. Буде корпоративно-технологічний фашизм в США. Буде імперський фашизм в Росії. Буде активістський фашизм в Україні. Європа буде складати собою циганський табір. Це означає, що там не буде єдиного простору, який буде контрольований. І там будуть переміщуватися хаотично групи людей, технологій, корпорацій. Туди поїхали, там попробували, там не вийшло, туди переїхали. І, скоріш за все, лише тільки завдяки цьому Європа уникне фашизму, але там будуть локальні авторитаризми. Тому це буде, скоріш за все, циганський табір. І я не знаю, де краще. З точки зору стилю життя, тут треба дивитися навіть не де там комфортніше, кругом буде некомфортно, але де тобі психологічно з чим комфортніше мати справу. Отак от постійно переїжджати, шукати, чи один раз прийняти контроль і бути їм підпорядкованим. І оцей вибір буде у нас, принаймні в найближче десятиліття точно він буде. І я не знаю навіть, що краще, циганський табір Європи чи який-небудь тип фашизму. Ну, и тут еще нужно понимать, что передвижение в том формате, как оно было, оно прекратится. Это тоже нужно понимать. Это как... В Европу еще пару лет можно будет ездить как то, куда мы выезжаем, да, и смотрим на что-то. Потом это все схлопнется. Да, потому что как перед Первой мировой войной была максимальная мобильность, Коли без паспортів потом їздили. подошла автаркизация, захлопнулись вот эти автарки, большие социальные системы, и потом это все прекратилось, да. Смотри, Юр, а теперь, как ты на это смотришь и почему это должно быть пессимизмом? Ну, например, у меня выбор там между цифровым контролем Китая, там, корпоративно-техническим контролем, да, фашистским США или Чи циганским... європейським номадством. Да. Где пессимизм? То есть в отношении какой модели должен быть оптимизм, а какой пессимизм? Это же не вопрос моего мировосприятия. Это вопрос моей психологии и, если хочешь, даже семейной политики. То есть моей семье удобно так, я поехал в Штаты. А другой семье удобно вот так, они поехали в Китай. А эта семья готова, молодые они любят, им в Европу. И это не вопрос оптимизма или пессимизма. Это вопрос скорее внутреннего представления о перспективе и твоего выбора, да, даже назовите не индивидуального, а семейного, потому что это же не один ты решаешь. Вот сейчас мы с этой проблемой столкнулись, что оказывается, есть у тебя представление, да, что как может в войне, но оказывается, что твое представление, твоя реакция на угрозу смерти не соответствует с реакцией жены. И вы оказываетесь просто в разных странах, и редко встречаетесь. И вы, когда договаривались о браке, не проговорили эти вещи. Более того, даже если бы попытались проговорить, вы бы никогда не узнали, как вы будете реагировать на такие обстоятельства, когда с неба летит, на вас там бомбы, да, или ракеты. И это нельзя проговорить. И в этом смысле брак оказался заложником отсутствия вот этих сложных стратегий, потому что это непроговариваемо. И я просто акцентирую внимание, что вот этот момент выбора, что можно поехать туда, выбрать туда,
это все заканчивается. Штаты ограничили на днях из 40 стран, по-моему, как бы ограничили возможности, включая Россию, кстати, Беларусь, вот, въезда как бы в страну, получения визы, там, кроме... Но они формируют крепость. Да. То, о чем мы с Да, тобой да, говорили да. больше года назад, да? Кроме богатых, вот Да. как бы там, если ты богатый, там, и успешный, то тебе это открыто. Вот. И точно тоже, и когда у нас говорят о том, что после войны там побегут миллионы человек, а с чего взяли, что Европа не закроет границу тоже? Она для мужчин закроет. Будут частичные ограничения сначала. Более того, сейчас стоят, они поднимают вопрос о том, чтобы ввести, допустим, Германия, ввести более усиленный контроль на границах. И сейчас уже, когда вы въезжаете в Германию, из Австрии в Германию, там, или наоборот, Чи з Польщі. да, то уже стоят уже там даже на маленьких дорогах, которые как бы были, уже стоят и проверяют. Вот. Это, ну, то есть, как бы, так это напоминает то, что было в Советском Союзе, помнишь, когда начали республики вводить купоны вот эти вот для того, чтобы продукты не покупали, не спекулировали, там в соседнюю республику ехали. То есть, они уже идут, у них уже включается мышление, что ну, своя рубашка ближе к телу, поэтому нужно закрываться там и думать, как от этого защищаться. Смотри, а вот теперь к нашим пенатам, да? Ще Да. одна секунда, і це ж нагадує якраз Римську імперію оцих останніх десятиліть, коли вона в кінці, от в районі передумови битви під Адріанополем. Тобто була ситуація, коли Римська імперія ставила заслони готам, не дозволяючи їм нормально переселятись до себе, і ставила штучні бар'єри. Тобто для них, це ознака того, що стара система падає. Тобто оці блоки, це не те, що вони будують новий світ, вони зрозуміли, як будувати і захищаються з цього. Це якби запорки, які відтерміновують цю прокрастинацію. Тобто оці дії Європи – це не розуміння того, що ми йдемо в авторки, значить нам треба зібратися. Це радше таке інстинктивне, мені здається, якби рухи їхні. Тобто вони якби намагаються логічно їх пояснити для себе, чому там, наприклад, українських чоловіків не треба, але вони не розуміють, наприклад, що вони в майбутньому збираються будувати самі по собі. Тобто без цього розуміння просто заборона – це відтермінування часу. Як сталося, якби в якийсь момент готи просто прорвали і почалася війна з ними, яка закінчилася Адріанополем. Юрий, как они закроют границу нам, если они не могут последние 30 лет закрыть ее для нелегалов, беженцев из Сирии и Африки? Так, друзья, ужесточилось же все. На наших глазах все ужесточается. Але дивись, в цьому питанні, мені здається, коментатор, є певна логіка. Згадай, що було на польському кордоні в 21-му році. А там було просто декілька десятків тисяч, коли в Білорусі загнали їх. Це була спецоперація Росії. Так, але це було декілька там тисяч їх, і це була спецоперація. А уяви, коли рухи йдуть на мільйони осіб. Тобто це ж зовсім інший виклик. Именно поэтому, логістичний, там, так именно далі, поэтому так далі. происходит и произойдет ужесточение. Точно. Угу. И более того, это ужесточение будет такого плана, о котором уже давно забыли, когда будут просто расстреливать по периметру. Просто расстреливать их, понимаешь? Да. Никто не будет, а будет просто расстреливать. Вот. И, Але в мене питання, а що якщо навіть це не допоможе? Якби не втримати тогда їх? коллапс. Ну, тогда, и они же это понимают. Один мне дипломат в Турции, мы общались, как бы там, я поехал в гости, вот, он общался с дипломатом, с послом Нидерландов в Турции, вот, и он, не наш дипломат, который мне это рассказывал, вот, и тот голландец ему сказал следующее, это был, это не помню, 16-17 год был, 16, наверное, уже, да, 16, как раз вот волна миграция шла, вот, этот голландец тогда сказал, мы думаем, что вопрос времени, когда американцы снимут зонтик безопасности с Европы. И для нас ключевой вопрос заключается в том, а как мы будем останавливать орды, значит, которые ринутся там через Средиземное море в Европу там, и со всего периметра. И он говорит, и мы думаем, что наши ценности, вот, которые там сформировались после Второй мировой войны, будут препятствовать тому, чтобы мы их топили. Говорит, но мы думаем, что русские не будут руководствоваться как бы этими ценностями, и они будут функционально способны закрыть этот вопрос. Так вот, для Европы вот тот поиск той модели, как они смогут закрыть это, то есть они на уровне логики, они понимают, что они к этому придут.
Угу. Да? И для них является принципиальным лишь поиск инструмента. Кто будет этим инструментом, который будет решать задачу. Потому что они понимают, что если они проходят эти все толпы миллионные, о которых ты говоришь, мигрантов внутрь, дальше наступает внутренний коллапс, потому что у них уже есть там 5,5 миллионов во Франции мусульман, там 5 миллионов. А теперь смотри, еще одна цена. Вот Юра поднял этот вопрос, и тут и возникает еще одна цена. Деморализация, отказ от ценностей. Вот давай посмотрим. Вот в русле этой логики Америка отказывается признавать преступления России, совершенные вот в этом. Отказывается признавать преступления по отношению к детям и так далее, и так далее. Вот все эти вещи, да? Почему? То есть, каков прицел Америки в этом? Потому что если она хочет Канаду, Гренландию, там, Мексику и так далее, так далее, так далее, то она не может осуждать тех, кто делает точно так же. То есть, она действует на упреждение. Угу. Для того, чтобы поступать вот так в этой новой логике, ты не должен преследовать или объявлять ценности по отношению к тому, кто уже действует в этой логике. К брату по крови. Да. По сути. По сути, к брату по крови. казали за буржуазную мораль. Теперь смотри. Теперь следующее, что из этого вытекает. Теперь из этого вытекает, что если ты понимаешь, что твоя проблема Китай, да, вот, а Европа является донором, с которого ты берешь ресурсы, и есть Россия, которая граничит и с теми, и с другими, то логично использовать Россию против Китая, который твой главный оппонент, и против Европы, как пугало, с которого ты хочешь брать ресурсную ренту. А Трамп же по поводу ресурсной ренты относительно Европы, он об этом говорит: платите, как бы это дома, пока вы платежеспособны. Вот. Вот, собственно говоря, ясный, четкий, понятный функционал для России в его понимании, с помощью которого можно решать задачи большой глобальной партии. Потому что там еще есть исламский мир, там выходы на Ближний Восток и все остальное, где это тоже там можно расторговывать в различных комбинациях. Вот. И поэтому это рациональная логика. Она просто, она за рамками Ялтинско-Потсдамской системы. Так ее нет. Друзья, ее просто нет. Вот. И поэтому все наши цепляния по поводу того, что уже нет, оно абсолютно бесперспективно, бессмысленно и, самое главное, смертельно опасно. Поэтому я думаю, что выход из этой ситуации, по крайней мере, для нас, да? И вот та цена, которую мы должны заплатить. Или мы принимаем некую этическую мотивационную систему для себя, и она точно не национальная, точно не языковая, точно не Петлюра Бендера, точно не независимость 91 года. Да? Это на другом уровне. Мы для себя принимаем, да, как мы относимся к человечеству, как к корпорациям, как к технологиям, таким как искусственный интеллект. Вот это прописываем. Строим, не строим инфраструктуру, вот про эти вещи говорим. Тогда у нас есть шанс к этому миру приспособиться. Если мы остаемся в повестке дня, вот это вот мова, Петлюра, Бендера и так далее, вот если в этой повестке дня мы остаемся, то нас нет. Это как Наташа меня вчера спрашивала, а что мы скажем тем людям, которые в это, вот это все верят, вот в это в том числе, или что вот за что воевали на этом, Это и скажем, ребята, мир изменился, да. Теперь у нас вот такая повестка дня. Вы должны в ней себя искать. Вот то, о чем вы говорите, здесь не работает. Я продолжу эту логику, что это, знаешь, это все равно, что апеллировать к логике, что мы воевали за веру царя Отечества с 1914 года, но Русская империя разваливается, Российская империя разваливается. Да. Вот. А что делать тем, кто в это верит? Да, а зачем? Либо приспосабливаться к этому, либо уезжать. Да. Те, кто были поумнее, типа большевиков, или даже Махно, который понял, что надо создавать отряды, которые сейчас будут тут в Екатеринославской губернии тут решать простые практичные вопросы, контроля над зерна, территории и так далее. Вот. И побежали те, кто побежали быстрее, и те, кто были по ходу умнее, начали организовываться, они выиграли. Большевики выиграли не случайно, потому что имея просто чудовищно тяжелые условия, но они просто на шаг, на два смотрели вперед. Лично у меня, да, как представителя определенной группы, ответы есть, ребята. Хотите знать как? Архитектура человечества и институция. Все написано.
Хотите? Он Ну сзади. да. Покажи. Хотите, пожалуйста. Нет, ну как бы тогда вас нет. Ну, у вас нет никакой перспективы. Не показал-то. Вот я тебе специально покажи. Вот сзади вон она стоит. Видишь, Конституция стоит. Да. Вот. Осталось штук 20. 20 штук осталось. так Да, что пишите. на буксмедоеды можете написать. Романенко, не надо оправдать аппетиты США в отсутствии Чулева при условии существования ООН. Ее нет. Нема. Дружище, ее нет. Это все равно, Про что говорит? ООН, говорит, существует. Господи боже мой, а это человек откуда? Из какого года Не пишет? знаю. Иначе вы оправдаете риторику Трампа и поддержку диссидента и перспективы. 46-го. Это, знаете, вы мне напоминаете человека, там, в 1938 году уже Мюнхенская конференция прошла, там, да. А як же Лига А наций? он говорит, Лига наций существует, она решает многие вопросы, как бы там, да. Вот, Александр Вергун, вы ошибаетесь. Нет никакой ООН, все это уже как бы прошлое. То есть труп еще как бы вот лежит, он еще теплый, но уже все, как бы это Але труп. дивись, Юра, те, що ти тільки що казав за дипломата, який в 16-му році говорив, це теж показує от те, що вони вперлися в відсутність мислення, тобто логіка. Ми, наприклад, використаємо росіян для того, щоб зупинити хвилі мігрантів. Вони так думали, що вони використають Да. росіян. Ну, можливо, дехто й досі думає, надіюся. Ні, так справа в тім, що Путін же чудово це розумів, що якщо він не почне війну, то його будуть використовувати Так. дозовано. Так. Да? Так би його дозовано використовували. І це ж логіка от пізньоримської імперії, яка використовувала одних федератів проти других федератів. Але це не допомагає, тому що якщо ти не змінюєшся, не переструктуровуєшся, якби тобі кінець. Те, що ти одних федератів строїв з іншими, а в якийсь момент вони об'єднаються проти тебе Да. якби разом і підуть. А то, что не понимают, что там жирные земли, там жирные люди, Абсолютно, и там можно как абсолютно. бы хорошо поживиться. Вот. А мы поджарые как бы и хотим кушать. Правильно? Вот. Поэтому, а теперь смотри, Путин же как бы играл же в том числе и на этом. Да, потому что они обращались к глобальному югу, что типа мы новый пролетариат, давайте как бы вот эти зажрались. И что происходит? Как ответил как бы вот этот север как бы там, да, в лице Трампа? Они определили как бы они определили просто человеческие слабости как бы и человеческую мотивацию там в данном случае с Россией говорят давай поучаствуем в Смотри, больших играх с триллионами долларов. Что нужно сказать? Что когда люди слышат там такие имена, как Трамп и Путин, и думают, что мы вот продвигаем каких-то личностей, что мы там говорим, что вот Путин хорош, там, или Трамп хорош. Мы обсуждаем некоторые тенденции масштабные, да, которые происходят. Вот не будет Путина, да, вот, ну, я не знаю, там умрет, застрелит, неважно. Ничего не поменяется для того проекта, который... Не получится у Трампа, ничего не поменяется. Это дело подхватит, потому что мы говорим о том, что мир пришел к этому. Мир пришел к этому, что нам надо менять саму этику, сами представления о том, что накопилось множество проблем, нерешаемых на государственном уровне. Их могут решить в идеале человечества или огромные большие крепости, как бы как представители субчеловечества. Все, на государственном уровне они нерешаемы. И вот этот тренд, эта тенденция, она будет независимо от того, получится что-то у Трампа, прав Путин, не прав, это независимо от этого будет происходить. Грубше кажучи, ну от помер тіло, і що це врятувало Римську імперію? Не. Да. А какой грозный враг был? Кистрица тут написала. Так, секунду. А по-моему, новая архитектура человечества полностью противоположная тому, что в книге Дацюка. Чё? Це Як якби це? одна книга протилежна другій, чи не понимаю. як? Новая архитектура человечества полностью противоположна тому, что в книге Дацюка. То есть Это в какой книге? эти тенденции, которые как бы разворачивая, они формируют, я так понимаю, среду, В которая... какой книге Дацюка? Ну, про новую архитектуру человечества. Да как она может быть, если я не участвовал? Я ее писал. Ну, один из авторов. А я зрозумів. Про що? Кістриця має на увазі ті тенденції, які є в світі, Да. протиречать книги. Да, на да, Князь да, Тугумила. Не. А человек читал вообще новую архитектуру человечества? Человек сейчас ответит. Да. Дело все в том, что новая архитектура человечества – это идеал. Это не то, что мыслит Трамп, и не то, что мыслит Путин. Это то, что можно помыслить, если мы будем мыслить общо за человечество. Да? Вот в этом смысле новая архитектура человечества отличается от того, что мыслит Си Цзиньпинь,
Ну, хотя, ближе всего Си Цзиньпиню, хотя, ну, на уровне заявления, да, как человечество общей судьбы, вот у Си Цзиньпиня единственный, который хотя бы на уровне дискурса это. Но это точно не то, что мыслит Трамп, и не то, что мыслит Путин. То есть новая архитектура человечества не про крепости. Она про общность человеческую. Она возможность помыслить это не за Трампа и не за Путина, а за всех людей как таковых. Вот поэтому она не про Трампа і не про Путіна. Грубше кажучи, Да. от як аналогія, це те саме, що ви би закинули Аристотелю, що політичний уклад, в якому він живе, відрізняється від того, що він пише якби про політію. Ну, звичайно, що відрізняється, якби, тому що він на іншому рівні осмислював, ніж те, просто в якому ну, да, він жив. і Платона, тому що Так. і Платон про політію, і Аристотель про політію, Так. да. Тобто їм сказати, дивіться, якби афінська там інше якби устрої, вони не такі, як ви написали. Ну так вони ідеальні типи, якби пишуть. Татьяна Дусенко пишет, после этого переформатирования мир не станет лучше, справедливее и интереснее. Хроники хищных Мир никогда городов. не становится Дивись, лучше, справедливее и Тут интереснее. три різні краще, справедливіше, інтересніше. З чого ви вирішили, що це синоніми? Ні, Інтерес, справа не в тому, краще світ і ніколи не справедливіше. стає краще, справедливіше і цікавіше з однієї простої причини. Тому що в новий світ приходять нові люди з баченням несправедливостей, нехорошостей, да, і нецікавостей. І що б ви не зробили, ну люди знову будуть знаходити недоліки, розриви, суперечності. Так людина влаштована. А я не розумію, але чому він не буде цікавіший? Чому він не цікавий тоді? Справа в тому, що є різне ставлення до цікавості. Одна графиня писала, да, що життя своє прожила спокійно, нічого цікавого в моєму житті не було. Це один погляд. Да? А інший погляд, що життя прожив яскраво, все було цікаво. Це інший погляд. Є люди, які ставляться до цікавого як до пригод, як до викликів, які ти долаєш, і це цікаве. А є люди, які кажуть, Боже збав. Хочу тихо, спокійно прожити, щоб нічого цікавого в моєму житті не було. І мене це влаштовує. Тому цікавість – це так штука незрозуміла, вона песимістична чи оптимістична. Вергун Александр не может угомониться и говорит: Юрий Романенко, отношусь к вам учтиво, но правового сознания вместе с Сергеем Дацюком вам обоим не хватает. Какое право имеется? Когда вы хихикаете ничтожно в отношении ООН, которая себя уничтожает. Нічтожно хихікає. Мы позитивисты, а не легисты. 100%. Я Вот. бы краще сказать, реалисты. И к тому же мы еще немножечко не часы, поэтому мы говорим, падающего толкни. Тем более, когда он уже упал. Да. Тоже, по-моему, только мы Нет, тогда не так. даже ногами бить не нужно. Упавшему плюнь след. Да. Или хотя бы посмотри на него. Да. Да, поэтому, друзья, вот это все вот смотрите, вот эти все характеристики, не смотрите на мир пессимистично, не смотрите, ищите. Не смотрите вверх, Да, не смотрите. Смотрите ищите возможности сохранить ООН, вместо того, чтобы помочь остаться ООН, я не знаю, Европейскому Союзу, США и так далее, вы вот это вот ржете и так далее. Так мы просто видим... Не, Юр, это еще не самое смешное. Самое смешное, когда я читаю посты, как набираются, в Фейсбуке, как набираются смелости, а давайте спасем НАТО. Украина сегодня единственная, такая армия. Давайте мы спасем НАТО. Нафига? Что вам НАТО дало, что вы пойдете его спасать? Что оно вам за всю войну? Что оно вам? Кроме того, что в Рамштайне собирались, так они собирались даже, они только повысили там вывеску НАТО, но они собирались, в общем, в том формате, который вообще статутом НАТО не предусмотрено. Да. Что нам, зачем вам его спасать? Именно поэтому не собирались, да. Потому что в рамках статута НАТО они не могли решить вопрос. Не могли. То есть, давайте спасем НАТО. Нафига? Давайте спасем ООН. Зачем? Да. Какой вам смысл? Давайте вступим в Евросоюз. Да, давайте. И спасем Евросоюз. Да. Зачем? Да. Ой, в общем, резво получилось у нас так. Так, секунду, сейчас посмотрю, еще тут были интересные вопросики. Сергій Кормік пише, про міграцію. Можна вже навіть спокійно в Китай їхати, бо без знання мови, там вже така шалена демографічна криза, особливо потребують людей, які вміють читати і писати будь-якою мовою.
Не возможно. знаю. От за це питання я не дивився. Почекай, а от коли кажуть, можна їхати, то що мають на увазі? Взагалі можна їхати куди завгодно, а навіщо? Яку мету ставити? Ну, чтобы избежать вот этого всего ужаса, наверное. Избежать? Да. Избежать этого ужаса можно в любом месте. И в любом месте можно не избежать. Это же Мгм. внутренняя настройка. Мгм. Люди думают, что можно в Австралии избежать. Или там в Японии, например. Или в Новой Зеландии. Е- Или на Гренландии. Або в Канаді. Ну да. Смотрите, Елена Кистрица, наша неугомонная, вы рассматриваете Трампа как благое переустройство, а он просто Почему рушит. благое? А он Ми просто слово рушит. благе не вживали взагалі. Не-не-не, постойте. Бла – это из другого языка. Угу. Смотри, а он просто рушит ради власти. Я выше писала коммент, чем отличается человек, желающий переустройства, от разрушителя. Елена, смотрите, вот просто посмотрите шире. Во-первых, мы на Трампа вообще никак не смотрим, ну, как с точки зрения Нет. блага или не блага. Не, давай. Вы смотрите на Трампа и смотрите на его мотивы. А мы смотрим на Трампа не как на личность и на мотивы, а на то, что он делает, независимо Как от того, инструмент. Да, как Да. инструмент. Он инструмент. Независимо от того, какие у него мотивы. Да. У него мотивы может быть властные. Причем вот как он любит вот это вот надуться, поднять нос и задрать. Ну типичный же нарцисс, да? Как бы, ну какая но если вы посмотрели на Гитлера, или на Путина, или на Сталина, это все одни и те же люди, вот точно такие же, как Трамп. Но это никакого не имеет значения вообще. Поскольку вы смотрите не на личность и не на то, какими мотивами он руководствуется. Да. А эти мотивы, например, могут быть вообще даже сексуальными. Может, он какой-то женщине хочет понравиться. Да какая разница? Да. Вот это вообще не имеет значения. А сейчас я скажу, что завоюю Да. Гренландию, а она Ага. возьмет и отдастся мне. Ну, кажется. конечно, ну, то Она есть не отдалась. это- Хорошо, Канада. Да, ну это не имеет вообще значения. Мы же не в этой Да. То есть картине работаем. Да. имеет значение организации, структуры и ресурсы, которые они способны мобилизовать под ту политику, которая провозглашается, либо даже не провозглашается. Потому что политика ж может не провозглашаться. Причем, заметьте, он это делает так нагло именно потому, чтобы вы легче приняли. Потому что если бы вышел серьезный человек, сказал, Да. у меня есть проект, разрушить весь мир, чтобы построить новый месяц, все бы испугались. Да. Но когда это делает трикстер, такой вот как Трамп, да? Трикстер понятно, что такое? Ну, Джокер, я не знаю, ну как бы безумец, да? То это как-то легче воспринимается. Ну Конечно. дурак, что с него возьмешь? Это я так в шахматы, когда в студенческие годы мы играли, я, Серега Евдокимов, прости, я тебя доводил просто до этого. Вот, потому что мы играли, у нас партии продолжались днями, то есть мы могли днями играть. Вот. И я все время говорил, ты обязательно проиграешь. То есть, это все равно, зачем как бы там сопротивление бесполезно. бесполезно, да. Вот. Зудел. И человек, он раздражался, как бы рано или поздно И он начал ошибался, да. ошибался. Ошибался, И да. нужно было просто подождать ошибку. Как Да. будто, да. Ти знаєш, це мені нагадало, як у цьому фільмі «Професіонал» з Бельмондо, він посилає телеграму, якби коли приїхав. А його питають, на що ти якби обозначив, що ти є? А вони почнуть нервуватися. Це Да-да-да. перша безсонна Да-да-да, ніч, да-да. друга, їх буде ще багато безсонних. Ну. Елена пишет, так его и поставили, потому что он безумен и старый. Ну так какая разница, безумен он или старый? Не-не-не, Если- просто она не понимает то, что мы говорим. Так, Олег Драбинин пишет. Проект Украина... Господи. Проект Украина приказал долго жить, я в этом дальше не участвую. Гори все говном, лучше кенгуру, только бы открыли границы, нас осточертело. Скорее, может и будет, как бы, потому что они часто там в таком ключе тоже пишут. Олег Дробинин, я вам скажу, вам не повезло. В кенгуру тоже будут проблемы, причем вы приедете как раз Ну, тогда. постой, когда они обострятся. я вижу очень много оптимизма. Благословенная земля. Богатый набор чернозема. Правда, многое заминировано, но как бы осталось и много не заминированной. Отличная медицина до сих пор. Великолепные люди, которые могут именно в такой ситуации объединиться, как бы решить проблемы. Украина одна из немногих
немногих пространств на Земле, где будет в этой плохой ситуации очень неплохо жить. Потому что в хаосе мы дети хаоса. Мы дети хаоса, мы да, это все переживем. да. А то, что не будет, ну, как бы формально Украины, и будет формально государство, ну так везде его не будет, не переживайте. Зауважте, і так було часто в історії. От, наприклад, розпалась Римська імперія, знову до цього повертаюся. І, наприклад, в ірландських монастирях значна частина античної спадщини була збережена. Здалося б, де та Ірландія знаходиться? Це саме якби край, там варвари одні і так далі. А виявилось так, що ситуація склалась така, що вона потім якби занесла цю всю освіту, там спадщину античної думки назад в Європу. Хоча це окраїна. Саме таке, якби, ну. Тому те, що Україна знаходиться там десь на краю Європи і так далі, це не вирок. Дацюк, решительний вопрос к вам. Да, решительно. Серж Корнік. Цікаво, чи пан Дацюк хоч раз копав огород чи садив картоплю? Отвічай. Ну, скажімо так, у мене не було виходу, живучи в Київській області, не копати город і не садити картоплю. А коли я поїхав спасати світ до батьків на 4 роки, тому що ну, я вже розумів у 2009-му до чого все йде, і поїхав і кожен рік писав книжку. То я не тільки копав город і картоплю садив, я ще й помідори І добив їздив колорадського поливати щодня, ну, как би, в сезон. Так що можете з цього приводу не переживати. Я все вмію робити. Да. Убийца колорадских жуков, наш Да. философ. Ой, так, ну что, на этом, я думаю, будем заканчивать. Да, вот на этой оптимистической ноте, на картошке, Укра- на помидорах мы и закончим. Юрий Игорев пишет, Украина застрельщик хаоса. И Юрий Игорев, я это летом 13 года и писал, что все, процесс пошел. Наш этот Герострат, Украина как глобальный Герострат, Янукович как глобальный Герострат на уровне принятия решений. Все процессы запустил. Поехали в Вильнюс. Поэтому да, мы как бы неосознанный как бы застрельщик хаоса, мы его генерим. Смотрите, как мы всем портим как бы как мы всем портим карты. Как бы там, да. Не умея играть, мы можем сломать любую карточную игру. Да. До Любую. речі, да. Да, поэтому полайкайте эфир. Мне кажется, что мы сегодня очень хорошо погенерили. Мы там ни на что не собираем. Та, до речі. Боже, мы собираем, я забыл. Ну так давай собирай. Мы собираем. Сейчас мне Алымов написал, и я просто О. забыл. Алымов там попросил для 82-й бригады. Смотрите, друзья, я сейчас вывешу после этого эфира в описании к эфиру, поставлю сбор там небольшой, на 85 І в тысяч. телегу закинь. Вот, и в телегу закину, и я думаю, мы быстро его закроем. А потом будет еще один сбор для штурмовой бригады, там тоже у них больше на машину, там 400 тысяч. И, собственно говоря, вот и надо будет им помочь. Потому Так, що... я би хотів сказати тут пару слів. Попри всі ці розмови про там наближення там перемир'я і так далі, вони зараз природньо дуже багатьох якби, ну, демобілізують в сенсі підтримки. Тобто, ну, якщо вже все приближається, на що збиратися, на що скидуватися. Зараз найважливіший час, через те, що багато людей менше кидають, кожен, хто зараз кидає, ваші внески важливіші, чим це було рік чи 2 роки тому. Зараз на цій якби фінішній, передфінішній прямій дуже важливо, щоб якомога більше українських людей лишилося в живих. Це залежить від ваших донатів. Да. Тому, будь ласка, хто як може, Підтримую. підтримуйте. Так. Аминь. Ладно, не могу не держаться, еще скажу. Давай. Жаль, что Дацюк своими разглагольствованиями совершенно забил скромного Чедолому. Як? Ну, я думаю, що навпаки перебивав до цього. Ну встань, покажи, що ти сидиш, що все нормально. Що... Ой, ладно, хорошо. Все, на этом заканчиваем. Спасибо. Поддержите сборы сейчас в описании к эфиру, и на телеге у меня все будет висеть. Спасибо большое. Всем их обнимаем, целуем. Пока.